Всем привет! Сегодня еще одно видео про самодельный трактор с двигателем ВАЗ-2109. Для тех, кто впервые смотрит видео на моем канале, Думаю, не немножко поместится, предыстории. В общем, этот трактор изначально был с двигателем ЗИД-4.5, вернее УМЗ-5, потом ЗИД-4.5. Работал у меня 10 лет. Пахал огород весной и осенью. Ну, иногда работал с прицепом. В прошлом году трактор был продан, но мы договорились с новым хозяином, что я со временем помогу ему установить двигатель с автомобиля, потому что у него объемы работы гораздо больше. Купил он двигатель ВАЗ-2109 по приемлемой цене. Кто бы мне там ни писал, не убеждал, что для трактора нужен именно дизель. Я соглашусь с тем, что старые дизеля по крутящему моменту намного лучше, чем бензиновые, но современные, которые с электроникой напичканы, там практически одинаковые по характеристикам. На низах они совершенно не тянут. Да, дизель экономичнее, но согласитесь, что он дороже в ремонте. И поэтому здесь мнения расходятся. Итак, трактор был полностью разобран, рама переделана, практически вся конструкция была переделана. Небольшие испытания прошел, и трактор на работу по переделке трактора, грубо говоря, ушло 2 месяца. Вернее, собирался трактор по выходным, и после работы, после 5 часов, буквально там 3 часа вечерами, если позволяла погода. И вот, наконец-то, трактор везем хозяину. То, что получилось, смотрите дальше в видео. В общем, причину устранили, что гудел насос. Опять же, еще на проволочке, ну ничего страшного. Так, переставил бак напротив насоса. Это не помогло особо. Знаю, у многих проблема это была. Вот сюда заглушка, у которых стоит. И все-таки пришлось вывести обратку в гидробак. Ну и как бы шум насоса исчез. Так, нейтралка. Уже насос так не гудит, хотя этот телефон опять же звук так не передает, как положено. Ну, немножко слышно, но такого уже нету гула, как было. В общем, такая вот петрушка. Не знаю, надо катить его, наверное. А у тебя надо посмотреть? Сейчас подойди, наверное, надо. У меня не мерите, да, или мерите? Зачем, ходи, помоги. Я буду... Ладно. Вы так пишите, да? Нет, ты сейчас много вывалим, что ты сам. Ну, я вообще, все было какого-то профиля, это оба, блядь, ужасно. Нет, сейчас вообще, блядь, отлично заедешь. Я его закатывать придется, долбал. И это закатывать куда-то все равно. Просто это, чтобы я заехал, меньше катить бы. Я... А что тут одна труба только? А если поставить там, блядь... Понимаете, поранил уже? Уже не осталось, поранил. Ну тогда подмотайте, поранил. Тогда такие, блядь, покладыши, все, сальпис, не сальпис с металлом такие. Ну, а чуть. Ну, положим прямо. А палка я не вернусь потом. Давай, пихай, давай. Вот, брат,
пригнулся. Я говорю, что печку не въебать, Ты, не, давай его поджимать и противоскат под колесо стал. Под переднее можно, да? И это, передачу. Вот. Все. Ну под заднее он тяжело. А мы сейчас доски эти запрем. И, ну, туда, сюда кирпичи положим. О, под переднее, под это. Раз, да? Ну должен. А сюда, ну, кирпичи мы возьмем их. Если честно, А ну я потом там шил. думаю, не поместится. Ну, это, сейчас Навеску. двери поглядишь или опустим навеску и заднюю включу. Чтобы он... А, первую лучше. Ну-ка, глянь по дверям там. Да не. А не, подожди. Закрывается? Крюк, сука, не позакручивай. Фаркоп не есть? Ну, мы привяжем сейчас так. Так, Ровненько? передача, все. Блядь, соскакивает, Андрюх. Тише, тише, нормально. Блять. Фиг! Ну, Нормально. о, он сам съехал, короче. А, трубу надо. Все, короче, приехали. Осталось кабину поставить. В общем, поставили кабину. Ну, пока еще тут привариваем. Вернее, пацаны приваривают, а я просто в гостях. Совсем другой вид уже, конечно. Сейчас вот перед прихватить кабину. Отлично. Ну и будет. Еще МТЗ-50 почти что, как и был. Тут все козырно. Правда, телефон не видно. Вот так. Это же минусовые, правильно? Да, это масса. Не забудь. Подсос, да, что? А то нахуй куда урежешься. Чуть-чуть його. Хай прогреется. Чуть-чуть вытяни його. Нагреется, потом еще его полностью опустишь. Не, до конца не надо, вот чуть-чуть его засуну. О. А, гидравлику подними, Андрей. Навеску подними. Все. Все, нахуй бы. Можно было не обрезать. Блядь, заебись. Еще раз скажи это. Ну пробуй поехать куда-нибудь. Это первое, наверное. Но он не прогреюсь надо. Не, подожди. Чуть-чуть на подсосе. Придрочишь ему. Да. Это нейтралка. Чуть-чуть вытяни его. Что-то он не отщелкивается. Ну, резче так троху до конца. Не, стой. Ну давай сам. И в бок. О. И он поместится.
Ну, кто помнит видео, когда Андрею трактор продал, это тибетский мастиф. Да шибок, шибок. Красавец. За сколько бы ты меня скушал? Лево. Сейчас спросим у Андрюхи, доволен он или нет. А, он сам включился. Бля, Не, нормально. ты ж стартер выключай, он что-то не отщелкивает. А, блядь, сейчас. С этой. О, вентилятор. Только температура не поднялась. Ну, повышенную включи, пробуй на малых оборотах, на повышенной попробуй. Глуши, не пали бензин. Делюсь впечатлениями. Не, нормально, все, просто привыкнуть надо. Пока По сравнению с ЖИДом. Резкий, вообще резкий, просто пока привыкнуть. ЖИДом по сравнению, Ну, что? резкий газ вообще даешь резко, блядь. Чувствуется? Чувствуется мощность? Ну, конечно, чувствуется, чем Не жалеешь, что не поставил? жалею, вообще нормально. Ну, по хоте потом снимешь, покажешь, как пахать будет, да? Да, сам подъедешь, когда тоже 8,70. Ну. Не, нормально. Ну, мне тоже нравится, он резкий. Ты дустанул. Ты на какой? На пониженный, на повышенный по улице поехал? Пониженный, повышенный. Короче, он еще сам не запомнил передачу. Ну, это ерунда, это дело привычки. Ну, видно. По температуре, в общем, вентилятор только в последний момент включили мы сами. Он проехал, не нагревшись. Но это что обгорает, это что прокладки там, как я говорил, мыл его моющим, соляркой мыл. Это еще не вымылось, обгорать будет дымок этой. Ну, а так, в принципе-то, ну, дымок есть чуть-чуть, да, на трубе, когда газу даешь. Ты не обращал внимания. Ну, ясно. Ну, ты достанул километров 40 тут по деревне. Полик надо сделать, чтобы, ну, педаль. Ну, мы просто быстро это еще спяшим. Дождь сегодня 5 раз за день был, Да, так мы, чтобы кабину закрепить, то это самое. А тут полик потом сделается, да. Повышенное, пониженное включал ты на ходу, не? Включал, нормально. Ну, нормально, удобно, да? Легко включается вообще. Ну, с рычагом, ну, привыкнешь. Не, удобно. Я еще сам, я первое время, когда ездил, я сам не мог Вот привыкнуть. именно как вот передачами, да, трошку, блядь, разобраться пока. Ну, говорили, мне там писали в комментариях, тросовые приводы там ставить, удобно, потом как у машине можно сделать это. Ну, не, да ну нормально все, просто что... это просто дело привычки. И ну, когда будешь ездить, там не надо так часто их переключать. И он, как ты говоришь, на любой трогается. Да, и он едет как трактор, короче, на любой передаче. И поэтому включил одну тут и поехал. Ну, в общем, понятно, время покажет, да? Ну, вот такое видео сегодня. Димон тут занимается по хозяйству. Да, она перестала гавкать. Ну, короче, такое видео. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях. Всем здоровья, удачи. Андрюхе
тоже удачи. До новых встреч.